10 октября 2010 года в свет выходит первая серия мультсериала My Little Pony, детское шоу, разделившего интернет на до и после, а также породивших фан-базу из взрослых мужчин, не с самой лучшей репутацией, делавших странные штуки. Интернет был заполнен анимациями, песнями и фанартами с цветными лошадками. Было ощущение, что у каждого второго на аватарке была магическая пони. Но чтобы понять, как все это произошло, нужно вернуться немного назад во времени. Компания Hasbro, выпускавшая раньше солдатиков G.I. Joe, решила освоить чисто девчачью часть рынка и, уловив любовь маленьких девочек к лошадкам, создала My Pretty Pony. Это была достаточно крупная игрушка рыжей лошадки, в комплекте с которой шло абсолютно все, чтобы ее можно было нормально загрумить. Но Hasbro что-то не рассчитала и сделала ее слишком тяжелой и большой, поэтому было принято решение ее уменьшить, а пластик заменить на винил, а на жопу добавить отличительный символ — кьюти-марку. Это и стало первым поколением My Little Pony. Компания Hasbro со временем решила расширить линейку MLP, добавляя все больше и больше разновидностей лошадок. А в 1984 году было предпринято решение запустить мультсериал для рекламы игрушек. Что самое забавное, в этот же год Hasbro запустила еще один сериал по второй своей франшизе, малоизвестный такой — Трансформеры. И если посмотреть на фанбазу трансформеров сейчас, кажется, тут они тоже в ЦА не особо попали. Производство игрушек MLP продлилось до 1992 года, пока Hasbro не запустил новое поколение в 1997 году, где переработал игрушки, сделав их худыми и менее похожими на пони. Шоу к нему было вылизанным и девчачьим ситкомом про пони-подростков, обсуждающих дружбу, вечеринки и школьные проблемы. Оно не нашло свою аудиторию в США, но хотя вроде полюбилось в Европе. Что достаточно сильно контрастирует с первым мультсериалом, который был достаточно мрачным, с драконами и магией. Третье поколение МЛП выделилось тем, что по нему не было мультсериала, только полнометражные и короткометражные фильмы, а также, сука, самой зловещей долинной рисовкой, что я видел на своей жизни. В мае 2009 года Hasbro окупает 50% акций телеканала Discovery Kids, который через год будет заменен на телеканал The Hub. Для заполнения этого канала Hasbro решает воскресить некоторые свои старые франшизы, одним из которых был My Little Pony. Но они понимают, что после череды провалов мультсериала нужен кардинально новый подход. Hasbro отобрало Лорен Фауст, работавший раньше над постером «Дом для воображаемых друзей из мира фантазий» и суперкрошками. Лорен хоть и взялась за разработку мультсериала, но решила полностью его переосмыслить, наделив каждого персонажа уникальным, различным друг от друга ярко выраженным характером. Каждый из главной шестерки поней символизирует один из элементов гармонии, магические артефакты или что это вообще, я так и не понял, которые работают за счет магии дружбы. Прям как название мультсериала. Пинки Пай, розовая пони, страдающая гиперактивностью, постоянно все сводящая к шутке, из-за чего ее друзья не всегда воспринимают ее всерьез, символизирующий элемент смеха. Рарити — это белая пони с чувством собственной исключительности, с завышенной самооценкой, которой это не мешает впадать в истерики. И вопреки всему этому является элементом щедрости. Флаттершай — застенчивая пони, которой тяжело общаться с другими существами, если не идентифицируются в этом мире как животные, символизирующий элемент доброты. Rainbow Dash — самая заносчивая пони, которая сделает все что угодно ради победы, символизирующий элемент верности. Applejack, ну она фермер и, короче, символизирует элемент честности. И Twilight Sparkles, главная героиня, с которой и начался сюжет, когда она посещает город Понивиль по приказу принцессы Селестии, чтобы завести друзей. А еще в сериале есть Крокодил Спайро, принцесса Селестия, принцесса Луна, а также тройка меткоискателей: Трикси, Старлайт, Глиммер, Большой Маки, Бабушка Смит, Лира, Бомбон, Доктор Хувс, Дёрпи, и на самом деле я так могу долго продолжать. Вместе с выходом MLP Friendship is Magic началось обсуждение этого мультсериала на 4chan. Джентльмены в федорах обсуждали новый глупый мультик для глупых детей, созданный исключительно для продажи игрушек, протирая пыль со своих игрушек Евангелиона и коллекционных бутафорских катан. После того, как вышла первая серия, многие решили посмотреть мультсериал, и множество искушенных циничных фанатов Евангелиона были зацеплены детским девчачьим мультиком про пони и магию, и ироничное обсуждение перешло в неироничное. И очень быстро цветные картинки с цветными лошадками заполонили все ветки форума. Коллекционеры бутафорских катан влюбились в лошадок, и вроде пока даже не в том смысле. Ну и не всех это устраивало, так что фучане решили дать отпор фанатам поней, кидая гей и контент в обсуждение по МЛП. Все зашло так далеко, что на фучан вышел запрет абсолютно на любое упоминание пони.
Так что новому сообществу пришлось мигрировать, который в тот момент получил свое название. Брони — это фанаты сериала MLP Friendship is Magic от 14 и до бесконечности мужского пола. Но это название, так скажем, ванильное, и дальше по видео мы узнаем о другом смысле этого слова. Миграция Брони по интернету помогла сообществу разрастись, и не только среди жирных анонов, но и среди нормисов. И вместе с этим начало зарождаться первое фан-творчество. Его было так много, что любая социальная сеть, любой форум и сайт, где можно было сообществу постить контент, был заполнен бронями с их творчеством. Много из которого было сделано на высоком уровне, а что-то было, так скажем, в духе эпохи. Самым популярным фан-творчеством стали ОСы, или по-людски Original Characters. Каждый уважающий себя Брони создал свой пони-аватар. Некоторые ОСы стали настолько популярны, что могли посоревноваться с популярностью с пони из мультсериала. Даже у меня появилась своя пони АС благодаря вам. В один момент вы меня просто закидали своим видением, как мог бы выглядеть я в мире My Little Pony. Хороши были все, но некоторые были настолько хороши, что я даже поставил ее на аватарку своего ТГК. Куда вы, кстати, можете подписаться прямо сейчас. Это обязательно. И кидайте уже свое фан-творчество в предложку. Вообще, часть моих превьюшек тоже была нарисована моими подписчиками, что просто охуеть, что в моем сообществе есть настолько талантливые люди. Например, превьюшку к этому видео нарисовала Тлен на бумаге, блять. Когда я просто запостил с вопросом, кто может помочь мне с превьюшками. Ну, если вы хотите стать членом лучшего сообщества моего, или вы хотите мне покидать уже свое фан-творчество, то переходите в мой ТГК по этому коду или ссылке в описании. Пожалуй, также в сообществе поней был популярен такой жанр, который называется PMV, что расшифровывается как Pony Music Video, но, как оказывается, есть еще один жанр с точно такой-то аббревиатурой — Picture Music Video, и Pony Music Video, оказывается, не были раньше, чем Picture Music Video, а я в это очень долгое время верил. PMV и MV — это жанр видео, который в 2010-х годах засрал абсолютно все, с крутыми нарезками крутых моментов из мультиков под Skillet, Wolfenstein Clothing и еще какой-то хуйни, а также был чуть ли не самым легко создаваемым, при этом распространенным видом творчества на YouTube тех времен. Популярнее и еще более легче создаваемым был только Nightcore. Самое забавное, что первая PMV вышла еще задолго до выхода MLP Friendship is Magic 1 октября 2010 года под песней Your Love My от Кеши. Но если вы сейчас будете искать на Reddit, какой PMV стал самым важным и культовым для броней, то с огромной вероятностью вы найдете PMV о Rainbow Dash под You Gonna Far Kid. То самое забавное, You Gonna Far Kid настолько понравился броням, что они его переписали и сделали из него гимн броней, где чувак типа поет о том, как он жестко не понимал поней, считал их детскими, а потом как зашарил и просит прощения за это. Пони для детей, эту ложь развеять, Вана Спаркл, Пинки Пай, Эпплджек и Флаттершай, не переживай, не отступим мы, Rainbow Dash и Verity, Брони стань, свой путь найди. По My Little Pony выходило огромное количество фанфикшена, фанатские истории, изложенные в письменной форме. Моей первой встречи с фанфиками было с моей маленькой Дэши, а если быть точнее, с короткометражной экранизацией этого фанфика. Знакомство было максимально странным, я просто прогуливался по серверам Garry's Mod в режиме Cinema, и зайдя в одну из комнат кинозала, я увидел, как 10 человек смотрят My Little Dash, и я попытался с кем-то поговорить, но на меня все зацикали и сказали молча смотреть. В конце фильма все плакали, это была самая сюрная, что я видел. Я не про фильм. Вообще, кто помнит, тот вспомнит, в Garry's Mod был целый огромный сервер с пони-кинотеатром, в котором можно было создавать своих поней. Его, кажется, вообще был самым популярным сервером в режиме Cinema, но сервер, похоже, закрыт, так я его больше не могу найти. Вообще в моих планах создать огромный видос про Garry's Mod, про его самые популярные режимы, скандалы и так далее. Очевидно, часа на 2. Но чтобы не пропустить, жмите вот сюда. Сюжет фильма был в том, что фанат сериала находит жеребенка Rainbow Dash, который каким-то образом оказался в нашем мире. Он стал воспитывать Rainbow Dash как своего собственного, и мы наблюдаем за тем, как он растет, пока в наш мир не приходят другие цветные лошади, чтобы забрать себе Лоша Радуга Рывок, после чего Брони Папа остается только альбом с детскими фотками Rainbow Dash. Фильм сделан невероятно качественно, так как этот чел еще и зародил целый жанр видео Pony in Real Life. Но была и другая версия экранизации моей маленькой Дэши, где Rainbow Dash попадает за место мира людей в мир разумных обезьян, где и устанавливается месть Гарри Поттера и Бэтмена, мышь, которая выжила. Но почему-то в отличие от Бэтмена и Гарри Поттера он тотальный броук. Тут Rainbow Dash, кстати, начинает встречаться с Джокером Волан-де-Мортом, все еще обезьяной.
На самом деле, когда я это смотрел в детстве, это не казалось таким странным. Эта анимация относится к целой серии анимаций под названием Rainbow Dash представляет, за авторством Dumb Somewhere. Но я это как-то в свое время пропустил. Помимо безобидного творчества было и другое. Кринж эджи творчество стало неотъемлемой частью не столь сообщества Брони, сколько неотъемлемой частью интернета тех времен. Но началось все с кексиков. Cupcakes, как величает самый печально известный Grimdark фанфик, наверное, потому что он был первым. Замут таков: розовая пони Pinkie Pie приглашает на кексы пони Rainbow Dash, но в итоге 10 тысяч символов выпускает ей кишки под дабстеп. Фанфик был настолько всратым, насколько вы могли подумать, но это не имеет значения. Нам важно лишь то, что этот фанфик дал старт всей блеяде контента, что полилось в интернет, а также кексики получили свою экранизацию. И не одну, но самым легитимным и каноничным стал видос с канала Карина Play. И для тех, кто в сети www интернет-новичок, Grimdark — это в случае фанфиков мрачный, аморальный, с жестоким тоном вид творчества фанатов. После Cupcakes легендарной крипипасты кринжового качества появились одна за другой, к примеру, Радужная фабрика, репрезентация одной из песен Wooden Toaster, где Rainbow Dash перерабатывает пегасов, которые не смогли пройти летальные экзамены в радугу, впоследствии ставшей культовой. Но возвращаясь к кексикам, самой культовой экранизацией отметился Мистер Дэвис. Cupcakes от Мистера Дэвиса смогла тламиловать огромное количество детей, которые принимали это за новую серию своего любимого мультика. Из-за невероятного качества исполнения, которое ни в чем не отличалось от оригинального мультсериала. Но это не столь комплимент мистеру Дэвису, сколько зашквар оригинального мультсериала, ведь он был выполнен в невероятной умопомрачительной технологией флэша, методом кукольной анимации. Также мистер Дэвис создал несколько анимаций, которые стали не менее популярными. К примеру, Дёрпи Get Pranked, где 3 же ребенка решают пранкануть пони Дёрпи, повторив классический мультроп с подвешенной наковальней. Но все идет по реалистичному сценарию, и Дёрпи пи***сит о наковальню. Ну, я даже не уверен, что она после этого выживет. Но тут пранкер на мистере Дэви повторил логотип на экране, чтобы обмануть еще больше людей. И о ужас, как же это травмирует, кошмар. Нет, тут типа серьезно. На ютубе есть сотни видео, где люди под музыку и Silent Hill шепотом гундосят, нагоняя жуткого флера о том, как кошмарно было в детстве смотреть эти видео. Типа у мистера Дэви есть мультик Smile, где Pinkie Pie ебет всех своих друзей. В какой-то момент она вообще использует для этого субтитры. Это все сделано невероятно круто и качественно. Какую же судьбу не удалось избежать серии анимации по Ниму в отход Дигги Демона, и в особенности серии Shed.move, где персонажи попадают в ужасающую травмирующую локацию Shed.move, после чего приходит некомфортный персонаж Fluttershy.move и распиливает Rainbow Dash напополам. Ужасно, не правда ли? Достойно видео топ-10 Most Traumatized MLP Moment. Но только дело в том, что видео вообще не пытались быть страшными, и они не про это. .move — это невероятно смешная анимация и просто бриллиант веб-комедии тех времен. Это выглядит как-то безнравственно, Рерити. Да ладно! Всем известно, что мексиканцы — это не настоящие люди. Пробую заклинание черной магии по воскрешению. А может, лучше воскресишь мою писью? Сексом. Нет, не светите мою розовую принцессочку. Куда бы ни завел ее блуд, папарацци следовали за ней тенью, дабы засвидетельствовать столь трагический упадок личности. Кажись, менструха на подходе. Да, у меня именно такое чувство юмора. Впечатлительные дети и современные пользователи, неискушенные контентом помимо YouTube шортсов, нагоняют флера ужасных ужасов на фанатское творчество, которое даже не пытается в хоррор. А то, что пыталось, типа крипипасты Cupcakes или Rainbow Factory, было выполнено не в самом лучшем виде. Ну а оригинальная паста про Джеффа-убийцу, она запустила огромное количество фан-творчества, арты, клипы, что мы уже видели. Но самое главное, это прямые последователи. Каждая поняшка получила свою отдельную крипи-версию альтер-эго. Ну, конечно же, кроме Applejack. Зато было про его брата Биг Мака, который грейпнул тех же ребят. Про Pinkie Pie, Fluttershy и Rainbow Dash мы уже знаем. Также была паста про главную героиню Twilight, эксперименты Twilight, где Twilight ставила эксперименты, чё непонятного. Все это меркнет на фоне моей маленькой мисс Рарити, о которой я вам ничего не расскажу. Кроме того, что Рарити родила там Абаддона. Как я сказал уже чуть раньше, то самое травмирующее фан-творчество было создано не для того, чтобы разрушить кому-то детство или создать триллеры, или как там их, а просто чтобы поприкалываться, показать крутой экшен, посмеяться или представить темные версии милых персонажей. Вообще такого вида творчества было распространено во всех уголках интернета и во всех сообществах. И все смотрели Madness Combat, играли The Bank of Isaac и не морщились. Но тем не менее интернет тех времен запомнился не как самое приятное для подрастающего поколения место не просто так.
Самым популярным фан-творчеством Брони стали музыкальные видео, часть о которых я уже сказал выше, потому что большая часть базируется на фанфиках. Так получается невероятный симбиоз фан-Брони творчества, где все основывается на оригинальном мультсериале. Человек пишет свой фанфик, на основе которого впечатленный читатель пишет песню. Возможно, появляется на нее ремикс, а на основе ремикса выходит PMV анимация. Самым значительным PMV аниматором стал Брони Dance Party, который оживил огромное количество фан-песен в анимации. Но если возвращаться ко мне, больше всего запомнилась перепевка перепевки песни Last Friday Night, Don't Mind at Night, пони-пародия, которую я заслушивал огромное количество раз, с анимацией, которая местами была даже лучше, чем у оригинального мультсериала. Но все музыкальное творчество фанатов померкло на фоне Discord от The Living Tombstone, ставшей самой прослушиваемой пони-песни с 80 миллионами просмотров на YouTube. Вообще, The Living Tombstone был одним из самых важнейших деятелей сообщества, создавший огромное количество классических бэнгеров. И такое ощущение, что был на фите вообще в 50% всей музыки, что создавало сообщество. Но немногие знают, что песня Discord от Tombstone — это всего лишь ремикс на Евробит Брони. Огромное количество ваших любимых интернет-деятелей начинали именно с Брони фанатского творчества, типа как Кена Шкорп, Лолошка или же Мондо Пони, как бы это не было очевидно. Так что там насчет интернет тех времен не самое лучшее место для детей? На момент популярности МЛП на Фочан придумали пушистых пони. Флаффи пони зашли фанатам, с ними делали фанарты, анимации, но особенно сильной любовью отличился Егор Алексеев. Егор Алексеев сделал десятки видео, где пушистых пони максимально жестоко пытают. Флаффи пони абьюз видео компенсировали не самое высокое качество художественного исполнения при помощи максимально проработанных сцен с расчлененками, звуковым сопровождением, от которого кошки на душе скребут, и удивительно креативными способами убить пушистых пони, в чем не повезло мне убедиться. Не могу себя назвать сильно впечатлительным, но смотреть это было не очень приятно. Маленьких пушистых пони расчленяют, они писаются под себя и обсираются. Как в итоге оказалось, у Fluffy Pony Abuse есть свой собственный сюжет. В мире пушистых пони, как и в нашем, существует компания Hasbro, которая на волне популярности мультсериала «Мой маленький пони» организует компанию Hasbio, которая смешивает кучу животных, типа кролика, кошки и еще какой-то хуй, после чего выводит маленьких пушистых пони. Но все обломали активисты PETA, после чего пушистые пони оказались на свободе. Сначала они всем нравились, но потом начали бесить, и благо они получились очень несовершенными, умирают от любого прикосновения, но при этом из-за неэффективного пищеварительного тракта вечно обсираются. Короче, сюжет очень бредовый и условный, и существует как будто только ради расчлененки на экране. Джой Пони — это игра Тамагочи, которая стала популярна благодаря летсплеям на YouTube. В этой игре мы должны будем ухаживать за одной из маленьких версий пони. Находим мы свою кобылу в коробке, забираем ее домой, нам будет нужно ее мыть, кормить, играть с ней, укладывать спать. Но по ходу игры мы можем начать замечать странные вещи. К примеру, мы можем случайно уронить пони, из-за чего она очень сильно ударится. Или из выбора предметов мы можем увидеть шприц или даже нож, которым мы можем воспользоваться, чтобы наносить урон нашей пони. В детстве мне не повезло наткнуться на эту игру, хоть я надеюсь, это не очень сильно на меня повлияло. Не уходя от темы видеоигровой, Брони часто скрещивают свои любимые игровые франшизы с понями. Fallout Equestria — огромный фанфик, в котором произошла война между пони и зебрами, которые в оригинале репрезентуют африканцев. В ходе чего было закастовано супер заклинание, которое превратило мир поней в пустошь. Давайте бросим несколько бомб в колодец и посмотрим, что произойдет. Вот, уже пошла первая, да? Этот колодец глубиной в 1 километр, 1000 метров, да? Наша? Ой, больно. А это синяя, да? Парень, посмотри на размер вон той. Давай посмотрим на эту синюю. Даже страшно, видишь? Ой, загорелась, ребята, о боже! И дало старт фанфику, в котором больше слов, чем в «Войне и мир». А также он существует в печатном виде, хоть цена и кусается. Fallout Equestria стала своим огромным, отдельным, а самое главное андерграундным сообществом. И пусть оно так и остается, я в это углубляться не собираюсь. Смотрите видос у богини Дейзи, наверное. Также существует моя маленькая Амнезия. Изначально фан-игра пародия на игру Амнезия, очевидно, сука, шуточная. Я пытался разобраться во всех этих кошмариках, что происходит, но не вывез. Но это не надо, ведь маленькая шуточная игра смогла запустить отдельную ветку фан-творчества, где были фанфики, арты, клипы. Но если затрагивать исключительно хоррор-тематику, была такая игрушка, называлась Luna Games.
Luna Games — это шуточная игра в популярном формате Sonic Exe, но при этом, что самое забавное, она появилась раньше, чем Sonic Exe, то есть она была его прародителем. Запустил огромное количество последователей, и многие тогда верили, что это настоящий вирус, который знает твое имя и вообще взламывает твой компьютер, и все дошло, что оно было удалено с Equestria Daily. Также фанаты пони сделали свой собственный файтинг из Magic, который оказался настолько хорош, что Брони начали проводить полноценные турниры, но Hasbro игра особо не зашла, и разрабам пришлось ее удалить. Но разрабы не расстроились, они переделали игру с уникальными персонажами, которых нарисовала сама Лорен Фауст, создательница оригинального мультсериала. Сейчас игру можно побегать, купив в Steam, кстати, очень дешево. Сообщество MLP создало огромное количество контента разного качества, что-то очень хорошо, а что-то очень так себе. И скажем, в духе времени. Но из всего услышанного выше вы можете сказать, что пони-сообщество одно из самых творческих и разнообразных, ведь именно этим же известны Брони. Правда ведь? Ладно, переходим к банкам. Вышло так, что при слове Брони люди представляют что-то примерно такое. Вернемся назад по истории. Брони зародились на печально известном форуме 4chan. И как я уже сказал ранее, их стало так много, что Брони выперли оттуда за то, что они засрали весь форум. Но бан не продлился долго, на 4chan появилась специальная борда для обсуждения поней, чем аноны и занялись. Но как вы поняли, когда взрослый, несоциализированный мужчина, у которых мнение поголовно о себе как о сердцифицированных интернет-интеллектуалах, собираются в одном месте, чтобы обсуждать детский мультик для девочек, это просто не может закончиться хорошо. I'm a brony. What the hell is that? That's another thing. I kind of watch porn relating to ponies. What? What? It's called clopping. Правило о том, что по всему есть пони, не щадит никого, но по пони другой уровень. С лошадьми заполнила все как чума. Любовь к лошадиному пу***ву смешивалась с любовью к гримдарку у броней. И это уже не иронично могло навредить подрастающему поколению, так как клоперы начали это репостить куда только можно, и дети могли найти подобный контент, ища новую серию своего любимого мультсериала в интернете. Ну или что уж там говорить, просто зайдя в Google картинки, написав My Little Pony. Но в терминологии Брони извращенцев есть более андерграундное словечко. Фол, обозначающее слово жеребенок, в Брони комьюнити обозначающее фан-творчество с теми самыми же ребятами, уже подозрительно. Но все может быть хуже, если вы добавите слово кон. По тегу FallCon на одном из популярнейших сайтов Дерпи Буру есть 1000 артов, все закрыты под цензурой. И ресериться в этом, чтобы заглянуть под цензуру, я не собираюсь. Но даже из такой максимально мерзкой массы были те, кто смогли выделиться своими поступками. То, о чем слышал каждый, но не повторить здесь это нельзя. В апреле 2014 года на 4chan появилась серия постов, где Анон рассказывает о своем уникальном проекте. В чем он заключался? Анон поместил фигурку Rainbow Dash в панку и начал заполнять ее своей... Феноменально, но в какой-то момент эксперимента что-то пошло не так. Привет, моя дорогая /MLP. Сегодня я предстаю перед вами, чтобы рассказать об ужасном происшествии с проектом Pony Income Jar. Место, где я прятал свою банку с... находилось на чем-то вроде радиатора, который был подключен к нашей печи. И, конечно, с наступлением холодов мы начали его разжигать. Итак, фигурка Rainbow Dash была сварена в... Теперь она коричневая. Для сравнения, у меня есть еще один стакан отдельной выдержки. Феноменально. Но если вы уверенный пользователь интернета, то вы должны были все это и так без меня знать. Но мало кто задумывался, кто и зачем и почему это сделал. Благо, 19 марта 2021 года создатель проекта дал интервью. Экспериментатору на момент проекта было 15 лет. Жил он со своими родителями и уже был узкоизвестен как тот чел, что наполнял несколько бутылок. Но не все ему верили. Выбрал он именно Rainbow Dash, потому что больше всего любил на нее клопать. Именно поэтому, видимо, процесс так легко шел. А если вам почему-то было интересно, как все это пахло, экспериментатор дал свой ответ. Представьте запах трупа, который давно разлагается, который достали со дна океана. На этом, пожалуй, подытожим.
Вы уже знаете, что такое клопинг, но вы наверняка могли посчитать, что это какая-то андерграундная тема, что происходит лишь в узких кругах интернет-интеллектуалов с 4chan. Но, к сожалению, это не совсем так. В 2012 году пользователь, очевидно, с DeviantArt выкладывает плюшевую игрушку одного из фоновых персонажей. Пони Лира ценой в 700, сука, американских долларов. Забавная плюшевая игрушка по какой-то причине была в маленьких забавных штанишках. Но зачем пони нужны штаны? В мультике пони не носят ведь их. Неужели Лира от нас что-то под ними скрывает? Плюшевая Неудивительно, что такой уникальный артефакт быстро нашел покупателя, который опубликовал несколько фото с плюшевой Лирой. Интернету, на удивление, это понравилось. Полилось огромное количество мемов, где люди предполагали, для чего нужно отверстие. Может быть, это что-то вроде пенала или CD-плеера. Но все посмеялись и хватит, пока спустя много лет оно не вернулось. Привет всем, это я, первоначальный владелец, двигающийся под ником Rainbow Dash на E621. Я решил продать Лиру, потому что она много лет лежала запечатанная в коробке. И я на какое-то время забыл, что она у меня есть. Так жить нельзя. Может быть, она понравится кому-нибудь и увидит солнечный свет. Никто никогда не выслеживал Лиру. Люди встречаются в реальной жизни, а кто-то просто случайно встретит меня. Можете представить их удивление? Я бы с удовольствием поехал на Броникон в этом году с Лирой и познакомился со всеми вами, но, к сожалению, меня не будет в городе. И поэтому Лира тоже не сможет присутствовать. Ей нужен присмотр взрослых и все такое. Эта плюшечка объездила всю страну и повидала много приключений. Я уверен, что у людей есть несколько вопросов, обращайтесь ко мне, но на данный момент это все. Всем хороших выходных. Я заплачу тебе $1000, если ты докажешь, что она оригинальная. Сунь в нее свой член. Все закончилось крайне неожиданно. Новый владелец, купивший юзанную пони, принес ее на последний официальный бронефест, где игрушку подписала сама Лорен Фауст, создательница My Little Pony. Она ведь не знала, да? Жду не дождусь, когда по мне тоже будут делать игрушки и сувать в них вещи. Не уходя далеко от темы плюшевых игрушек, у каждого брони есть любимая пони. У Брэндона Холл любимая пони была Applejack. У него даже есть ее плюшевая игрушка, тоже с кармашком. Не воспримите это как шутку, но тут кажется полный набор. Несоциализированный ребенок с психическими проблемами, без друзей, находит свою отдушину в мультсериале My Little Pony. И все вроде бы неплохо, пока не произошло одно происшествие. В 2013 году бойфренд мамы Брэндона, играя с ним в прикол, облил его из шланга. Ну типа просто шланга. У Брэндона что-то щелкнуло, у него случился приступ, он убежал на верхний этаж и заперся там. Когда мама попыталась с ним поговорить, Брэндон взял кухонный нож и порезал ее. Мягко сказать, необычное поведение для ребенка. По крайней мере, вроде бы. Годы шли, а красные флаги становились все более и более явными. ФБР часто проверяло дом Брэндона, хотя у него в истории браузера радикальные сообщества, а также пони-порно. Также Брэндон начал увлекаться стрельбой, что тоже каким-то образом было проигнорировано всеми. Но были хорошие моменты. При всем этом Брэндон смог устроиться на настоящую работу в почтовом отделении. В апреле 2021 года Брони, вооружившись автоматом, на котором была изображена пони, устроил массовую стрельбу в почтовом отделении. В ходе стрельбы погибло 9 человек, включая самого стрелка. Последним постом, что сделал на своем фейсбуке: «Я надеюсь, что смогу быть с Applejack в загробной жизни. Моя жизнь не имеет смысла без нее. Если загробной жизни нет и она нереальна, то моя жизнь никогда не имела значения». Смотреть на все эти отчеты, сделанные полицией или самим Брэндоном, где с цветным мерчом с понями располагается рядом оружие или патроны, невероятно сюрреалистично. Но если углубиться в пони, сообщество этого становится все больше и больше. Правда, не все они совершают массовые стрельбища. Интернет заполонило огромное количество видео о Брони-убийце, который убил ради любимой цветной кобылы. Но никто из этих не задумывался в том, что произошедшем цветные лошади не виноваты. Больной человек, который уже нападал на людей, интересующиеся радикальными сообществами и собирающий в себя целый арсенал из оружия дома, буквально бомба замедленного действия. А на месте пони могло быть что угодно, хоть радикальные сервера в Гаррисмоде или Майнкрафте, или даже видосы мои.
Просто так вышло, что сообщество MLP очень открытое и приветствовало одиноких людей. Прям как мой телеграм-канал. Понимаю, многие из вас только на этой неделе подключили интернет, чтобы делать созвоны по мессенджеру Max, поэтому объясняю. Тульпа — это воображаемый друг, но у взрослого человека. Тульповоды специально разрушают себе психику, чтобы начать видеть галлюцинации конкретного персонажа или человека. Брони тульповодов, сука, много. На Фучан и 2Ч каждая история шизевее и грустнее предыдущей. Брони общаются, контактируют с воображаемыми кобылами, а некоторые пони тульпа заставляют броней разрывать связи с реальными людьми. Была, конечно, очень странная паста, где чувак кастанул пони, вроде бы Пинки Пай, который предстала перед ним не в виде милой поняшки, а в виде стрёмного вурдалака. Создание Пинки Пай тульпы. Делаешь это перед сном каждую ночь. Игнорируй предупреждение о том, что так лучше не делать, иначе оно может вобрать идеи из твоих снов. После 60 часов начинаешь слышать и видеть ее. Ее лицо искорежено, ебать пугающее, и я не могу это исправить. Оно продолжает орать без какой-либо нахуй причины. Чаще всего, когда кто-то разговаривает со мной. Я ни хрена не слышу, когда она это делает. Помогите мне, пожалуйста. Игнорируй, она исчезнет. Не игнорируй предупреждение, идиот. Джеки Чан тульпа. А если надо избавиться от него, то Чак Норрис тульпа. Ну а если уже надо от него, то Брюс Ли тульпа. Ну а если надо будет избавиться уже от него, то тебе ни хрена не слышу. Господи, что же мне делать? Каждый раз, когда я пытаюсь сформировать какую-нибудь гребаную мысль, она кричит. Что бы я ни говорил, ее голос прерывистый и бессмысленный, как у новорожденного младенца. Разве не потребуется недели игнорирования, чтобы это прекратить? Не слушай ее, Оп. Ты что, убьешь своего ребенка, если он будет деформирован? После того, как я это прочитал, я же не усну. Ты будучи конченым сам. Опробуй эту Я серьезно, тебе такая нужна. Оп, ты ведь знаешь, что она сейчас прямо сзади тебя? Пялится, выжидает. Блять, нахуй я это вообще попробовал? Знаете, когда вы размываете изображение чего-либо лица, как будто черты лица у нее есть, но не размыты, и глаза у нее, блять, бесцветные. Я не понимаю, я потратил около 30 часов на визуализацию этого, как на этой картинке. Я знаю, что она не настоящая, не может причинить мне вреда, но это не значит, что она чертовски страшная. Я просто пытаюсь не обращать на нее внимания. Продолжай пытаться игнорировать ее, продолжай убеждать себя, что она не может навредить тебе. Иногда оно помогает. Убей это, возьми нож и убей это. Точно убедился, что ты просто не можешь убить это? Я не думаю, что могу заснуть каждый раз, когда наступает момент тишины. Она использует его, чтобы издать как можно более громкий звук, черт возьми. Попробовал сделать вышеописанное и пригрозил, что буду игнорировать его, но безрезультатно. Ух ты, черт возьми, ты вляпался в какое-то хардкорное дерьмо. Оп, я не понимаю, почему ты не мог просто перестать смотреть мультик для девочек, вместо того, чтобы заходить так далеко? Ты вроде как заслужил это. Сходи к психотерапевту, избавься от этого как можно быстрее. Я бы сошел с ума и в конечном счете покончил бы с собой, если бы оказался в твоей ситуации. Тебе не стоило слушать людей, которые говорят тебе завести тульпу, тупица. Как ты мог подумать, что это хорошая идея? Почему с Пинки Пай постоянно связано какое-то жуткое дерьмо? Вообще, зачем переносить выдуманных поней в наш мир, хоть и в своем прогуненном воображении, если можно самому перенестись в Эквестрию? Также подумал и Брэндон Холл. Правда, вышло не очень. Но помимо поней, наш 30-летний герой является фанатом, очевидно, Persona 5. В мире именно этой игры Брэндон стал попаданцем, как в культовом жанре анимешек иссякай. Самое главное, незаезженным. Как же далеко нашему отсталому обществу до великой восточной культуры. My life has changed for good. Can I find out what's under the hood? I'll do my best to fly while I'm tied to this contract of time. Isekai, tell us who to help and who to leave, and by the by, will I be it with my brand new Isekai? После чего Брэндон признается, что он пришел из другого измерения. На что почти все персонажи охотно верят и отправляются с рандомом 30 лет тусоваться, где Брэндон со всей харизматичностью брони джентльмена, любителя аниме, кадрит японку голубоглазую
блондинку. На чем первая серия в принципе кончается. Хотел бы я сказать, но у всех хороших фильмов, как мы знаем, есть сцены после титров. Может, даже в этом видео она есть. В конце нас ждет плот-твист в виде абсолютно нового персонажа, аниме Яндеры, который уже положил взгляд на Брони Сэмпая. Но мы не ради этого пришли, как я уже сказал ранее, Брэндон смог выполнить мечту 1000 Брони, попал в мир My Little Pony. Весьма забавным способом, и это, наверное, одна из самых забавнейших вещей, что я видел. Did Starlight's voice just glitch? That's weird. What's going on? Odd. Wait, why is my computer screen glitching? It's like, is there some sort of virus or something? Is there something wrong with my computer? Okay, whoa. What is this swirling vortex thing? What the heck? What's going on? Okay, this is really freaky. Is this some sort of like ransomware or something? What the heck? What's going on? I swear that was almost like the Apple launcher from Apple, but no, that can't be that. Okay, this is really weird. И кажется, после всех этих страданий Брэндона затянуло не в привычный нами поняшный мир, а в проклятый хуй Айрони мир. Но не все так плохо, ведь в конце концов он встречает свою пони-вайфу, Starlight Glimmer, который разумевает, что Брэндон из другого мира и не такой уж и плохой парень. И стоит его познакомить с Main Six, где рассказывают абсолютно всю историю с самого начала. А также он говорит парням, что они на самом деле мультик. И просто сами посмотрите, как это выглядит. Правда, серия у сериала вышла всего одна, а все, что выходило после, не отличается такой же проработкой, как это. Дело в том, что почти все проекты Bronny Pony Production выполнены сторонними людьми на аутсорсе за деньги. Да, кому-то пришлось это делать, воплощать его больные идеи в жизнь. Если по YouTube кажется, что не все так плохо, но у Брэндона также есть DeviantArt. Да, тут говорят в интернете камишки. И да, сказав это, во мне что-то умерло. И пока я это листал, я понимаю, что Брэндону Пони Брони давно за 30. И да, девочкам из Эквестрии, с которыми себя селф-тестит, он типа не больше 16. Но хуже лишь то, что тут есть куча артов с Брэндоном и лошадками, где лошадки непропорционально большие. Да и не только лошадки. Возвращаясь к теме музыки, на протяжении всего видео вы часто, точнее, когда мне было лень подбирать музыку, на фоне вы могли услышать песню Брони Полька, в которой перепеваются все самые популярные Брони песни. Исполняет этот аудиопродукт Animated James, один из самых популярных в прошлом деятелей сообщества, который стал известным за счет видео кроссоверов Соника и My Little Pony. Одна из причин, по которой у меня фетиш на пердеж, это моя лучшая подруга Хизер. Мы познакомились в 9 классе и до сих пор дружим. Однажды, когда мы гуляли, я лежал прямо рядом с ее задницей, и произошло то, что, в общем-то, можно увидеть на этой картинке. И это был не просто маленький пердеж, это был долгий, очень влажный пердеж. Ужасно вонял. И это было здорово. Мы оба смеялись. Она смеялась больше, чем я. Но именно этот пердеж стал моим странным фетишем. Как я уже сказал, мы по-прежнему дружим, и она все еще пукает на меня в шутку. Потому что никогда в жизни не смеялась так сильно, чем когда она пукнула мне в лицо. Да, как на самом деле неудивительно, Джеймс Аниматор был фанатом пердежа и делал пердежные комиксы про несовершеннолетних персонажей Соника. И спостил это со своего левого аккаунта, мимикрируя под белого. Но за вайтвошенного Пуки Каки фетишиста в итоге разоблачили, потому что стили рисовки были буквально один в один, что замотивировало уже позже создать акт под своим никнеймом, где стал постить то же самое под своим настоящим именем. Очевидно, что Джеймс после этого подвергся буллингу, то ли за его фетиш, сколь за любовь к маленьким людям. Постил он пакости с персонажами Splatoon, и как эпические агуши-геймеры знают, инклинги из Splatoon не больше 14-16 лет, 6-летней корольчихой из Соника, а также интернет-отношения с 15-летней женщиной, когда самому черному братку было 21. Правда, как мы знаем, детей ИРЛ он не трогал, но зато угрожал
одной из пони-аниматорш. Было дело на Брониконе, и, как сказал в итоге Худ Брони, вы просто не поняли черного юмора. В итоге анонимный злодей и хакер из Мучан, а как по видосу с Ютуба мы знаем, что других там нет, затравили Джейса аниматора, что аж вогнали его в депрессию. У Джеймса появились сомнения к себе как в творце, ведь он всегда считал себя творческим человеком, пока не осознал, что все, что он делает, то, за что он стал популярным, основано на чужой творческой собственности. Джеймс излил все свои чувства в собственном анимационном клипе Creative Types, который получился таким трогательным и круто сделанным, что случилось невероятное. Он получил прощение от интернета, да и почти ничего плохого и не сделал. Забывайте, что настоящие злодеи это такие крейзи нигеры, как Качан. Правда, спустя еще несколько видео он все же из интернета ушел из-за стыда за свои действия. И в итоге за все покаялся и начал работу над собой. Чем, собственно, искренне желаю ему удачи. Брони, давайте вернемся к определению этого слова. Фемдом поклонников мультсериала ориентировано на девочек младшего возраста и их родителей, но получивший неожиданное признание среди взрослых мужчин. Но что в детском мультике цепляет взрослых мужчин? Почему цветные поняшки зацепили их? Почему появились Брони? У меня есть на этот счет пару мыслей. My Little Pony десятки уникальных персонажей, не похожих друг на друга, с яркими уникальными характерами. При этом все персонажи первого и некоторые второго плана вообще не плоские, а их характеры меняются по ходу сюжета. Зрителям очень легко было найти персонажа, с которым себя ассоциировать. Но самое главное, что фанатов это мотивировало делать свои собственные сюжеты на основе интересных персонажей, хоть и запертых в детском мультике. Многие Брони хвалят проработанный слэш-плюс-продуманный мир, что правда. Можете прямо сейчас убедиться, хронология мира на YouTube длится по 40 минут, дольше, чем история Израиля. Создатели положительно отнеслись к взрослой аудитории и добавляли большое количество отсылок к поп-культуре, которые бы дети не поняли. Также создатели сериала часто посещали фестивали, где общались с фан-базой и давали автографы, иногда там, где не надо. Но если не быть таким оптимистичным и хорошо приглядеться, не все кажется таким красочным. Брони это одинокие люди, 30-летние, мало социализированные, единственные собеседники которых это анон из форумов. Находит простой мультик о дружбе, где главная героиня такая же несоциализированная, как они, заводит друзей и учится дружбе. Брони затягивал мультсериал в односторонние парасоциальные отношения с персонажами, все еще цветными лошадьми. Брэндон сделал то, что сделал из-за одиночества, ведь он думал, что не найдет человека лучше, чем нарисованная сука лошадь. Брони создавали себе тульпу, потому что не могли себе завести настоящих друзей. Но по правде не все Брони те, о которых я говорю в этом видео. Они бы дырали в банке и устраивали акты и без поней. Просто так вышло, что пони стали невероятно популярны, покинув 4chan, и распространились не только среди 30-летних странных одиноких мужиков, а вообще среди всех. Скажем спасибо кексикам, Томпстоуну и другим контент-мейкерам тех времен. Благодаря их творчеству сам мультсериал уже начал уходить на второй план. Количество людей в сообществе исчислялось миллионами. Слово Брони потеряло изначальное значение. Сейчас Брони это гендер, теперь Брони тот, кто назовет себя Брони. Я знаю, что такое одиночество, я чувствую себя одиноким всю жизнь. Я нашел утешение в создании видео. Вы вообще видели, сколько оно длится? А Брони находит утешение в сообществе, в творчестве, каким бы оно ни было. Но есть кое-кто, у кого есть другое мнение, что такое Брони. По чесноку, я в видосе рассказывал о чем-то заграничном, о чем-то неродном. И вот это именно тот момент, когда нужно исправляться. Знакомьтесь, Руслан, самопровозглашенный эксперт в My Little Pony культуре. Считаюсь экспертом в Брони культуре. А я айтишник, все Брони там пение. Да, это правда. Что, согласно пословице, кормит волка? Ноги, конечно. По совместительству создатель канала ТО Магия Дружбы. По мнению Русланчика, настоящий Брони должен строить всю свою жизнь по понятиям из детского мультсериала про лошадей и соблюдать элементы гармонии. Напоминаю, щедрость, доброта, смех, честность, верность и... магия. А кто по этим понятиям не живет, тот Брони считаться не может. Еще, по мнению Руслана, у настоящего Брони никогда не бывает депрессии, что странно, но вроде бы безобидно. Также наш Руслан ведет свой собственный паблик во ВКонтакте по теме. И что же он там постит? Ой, бля. Ладно, я бы сейчас не говорил о нем, если бы в какой-то момент на него не стали выходить разоблачения, где были продемонстрированы такие вот скриншоты. Первый видос с разоблачением, который мне попался, начинается ровно с той же самой дни. И сперва мы подтвердим нашу приверженность к брони-культуре и комьюнити с помощью элементов гармонии.
во мне дух, пожалуй, всех 6 элементов гармонии, в том числе и элемента щедрости. Да, я как... Щедрость. Не смеем скрывать и жадничать, поэтому весь материал будет собран архивом и предоставлен ссылкой в описании, а также показан на экране. Конечно, там есть музыка из Silent Hill. А во втором видосе, который я нашел, чел сравнивает, буквально педофил, который давал гайды про то, как совращать несовершеннолетних, с персонажем из My Little Pony под именем Кози Глоу. Она походит на такого персонажа, как Кози Глоу. Иными словами, использует дружбу, если так можно сказать, ради своих корыстных целей. Все, что делается, делается за маской добрячка без корысти, а ты, будучи Брони, должен отдаваться полностью его телу. Мне кажется, у Руслана и его разоблачителей на самом деле больше сходств, чем различий, и им стоит подружиться. Кстати, этому челу, который создал этот видос, я писал во ВКонтакте, потому что он пообещал всем скинуть нужные пруфы, если понадобится. Но мое сообщение он просто прочитал и проигнорировал. Что после этого его слова не то, чтобы особо чего-то стоят, но самое главное — раскрывать тему педофилии в своем ролике вот таким вот голосом. Пожалуй, прихвачу гребаный скафандр для глубокого погружения. Можешь постить любую похоть в твою магию дружбы, если ты являешься гребаным Русланом. Офигенная логика. А также не стоит забывать, когда наш знаток бронекультуры выдал базы со своим роликом о том, почему броняши клопают. Знаете ли вы, что из числа порно по мультфильмам, по статистике, пони являются самыми создаваемыми и востребованными? Эквестрийские пони оказались самыми желанными секс-партнерами. Эквестрийские пони, особенно в каноничной рисовке, несомненно, очень милый на вид. Согласитесь, ведь не обязательно быть брони, чтобы с первого взгляда, если не полюбить, то хотя бы увидеть, какие они милые. Имеется информация, что в телосложении поняш нашли золотое сечение, то есть научно доказали, что привлекательность поняш идеальна. Эта симпатия вполне может перерасти в любовь, а значит в сексуальное влечение. Можно выбрать среди них такую, которую хотелось бы взять в качестве своего герлфренда. Влечение к поняшкам испытывают те, кто знает поняш не хуже, чем своих друзей, и всей душой ценят элементы гармонии. Поэтому броняши иногда называют таким неприличным словом, которое я не буду здесь произносить. Любить поняш до такой степени, что иногда так хочется интимной близости с ними, это норма. Но в 2016-м, в году лошади, у Русланчика начались проблемы. Руслан был свергнут в ходе невероятного переворота. Руслан потерял власть над своим собственным сообществом ВК, как пишут новые хозяева за неподобающие картинки с лошадьми. Они объявили святую чистку, сделали ребрендинг. И кажется, теперь паблик находится под Доктор Тим. По сути, главный опы Руслана. Но самое главное, был записан дис-рэп-трек на Руслана. Незадолго после ВК-страница Руслана была удалена за то, что он запустил арт литерали с лошадиной вагиной. После чего он вставил этот же арт в свое видео на YouTube, но ничего не произошло. Никто ему не забанил канал и даже не удалил видео. Это моя личная боль. Видео до сих пор висит на YouTube, а в ВК ему восстановили. А еще вроде как от него ушла жена. Пик брони сообщества состоялся с 2014 года по 2017, где один за одним выходили бэнгеры фан-творчества. С момента выхода мультсериала, помимо самого мультика, вышел официальный комикс от IDW, расширяющий мир поней с неожиданной стороны. Пони даже посетили большие экраны с полнометражным фильмом и, конечно, мерч. Очень много мерча, пока в 2019 году не вышла последняя серия мультсериала. Сериал прожил невероятных 9 лет, пока мульт не пришел к логическому завершению. Все злые злодеи повержены, а все виниловые пони были проданы. Одно за другим начали выходить видео, где люди волновались о судьбе фан-сообщества. Многие порочили смерть My Little Pony, но время все расставило по своим местам. После закрытия поколения 4-го выходит поколение 5-е в 2021 году. Вообще понятие поколения пришло в мультики из сообщества коллекционеров игрушек, где они делились как раз на эти поколения. G5 началось с полнометражного фильма под названием My Little Pony New Generation, в котором душевную, всратую 2D флеш-анимацию заменили не на душевную, но вроде бы неплохую 3D анимацию. Знаю, я много критиковал рисовку 4-го поколения, но у нее был отличный стиль. Художники отлично поработали над визуальным стилем и особенно над цветовой гаммой всех персонажей. Все персонажи очень хорошо выделяются на фоне друг друга, лишь по палитре их легко отличить. Но в
пятом все как-то всрато. И это при том факте, что фильм является прямым продолжением поколения предыдущего, хоть и спустя базиллионы лет, где оригинальные персонажи появляются лишь в камео. Не буду сильно задерживаться на сюжете полнометражки, ведь на ютубе есть неплохие разборы. Скажу только то, что после полнометражного фильма вышло 2 мультсериала, которые, похоже, не зашло ни детям, на которые было рассчитано новое поколение, ни брони, которых не зацепили новые персонажи, что в принципе очевидно, учитывая, что ключевые создатели из предыдущего поколения не перешли в новое, из-за чего Hasbro скоропостижно закрыла поколение. Тут дорогой зритель спросит, почему нельзя было оставить поколение в Friendship is Magic. К сожалению, ответ очень простой, и на это есть 2 причины. My Little Pony — это мультсериал со сквозным сюжетом и рекламой игрушек одновременно. И 9 лет — это невероятный срок для одного поколения, и дети, которые начали смотреть мультсериал с самого начала, уже выросли и не будут покупать игрушки, а дети, на которых рассчитан мультсериал, не смогут в него влиться на поздних сезонах. И в связи со всем этим продажи игрушек стали падать, что и вынудило Hasbro запустить новое поколение. Многие фанаты начали винить Hasbro, что поколение 5 существует только ради игрушек, что очень тупо, ведь абсолютно все, что происходило в поколении предыдущем, происходило только из-за продажи игрушек, появления новых персонажей, костюмов, которые одевают на персонажей, выход Equestria Girls. При всем этом мерч по поколению Friendship is Magic продолжает выходить, но преимущественно в Азии, особенно в Китае. Как-то оказалось, что броней в стране Винни-Пуха очень много, и весь мерчендайз там рассчитан для людей постарше. Но в принципе похуй, наш видос вообще не про игрушки, а про сообщество тупых паньёбов, которые вокруг игрушек выстроились. Сообщество спустя 14 лет все еще живо, хоть и изрядно прохудело, в чем виновато разве что время. Но дети, которые росли на творчестве фанатов, теперь производят свой контент, превосходящий олдскульный по качеству исполнения. В фан-базу уливается огромное количество новичков, которые привносят более актуальный контент. Так устаревшие крипипасты были замещены более актуальными картинками в жанре травмакора или видосами в жанре аналоговый или диджитал хоррор. Как это было уже с сообществом Little Big Planet, сообщество My Little Pony смогло пережить закрытие кор сериала, который по сути не был так важен, ведь он просто давал важных персонажей с уникальными характерами, с которыми брони уже и создавали свои собственные сюжеты, или они сами придумывали характер персонажам третьестепенной важности, а иногда творчество фанатов и канонизировалось. My Little Pony Friendship is Magic как произведение художественное всегда было о дружбе, и оно смогло породить самое дружное сообщество, где люди объединялись, чтобы создать что-то уникальное. Да, в семье не без урода, особенно если семья огромная. Но блять, это все еще лучше, чем сообщество Фурей, Сансов или ФНАФа, где постоянно кого-то отменяют, выписывают, или кто-то оказывается педофилом каждую неделю. И это при условии, что там в десятки раз меньше народу, чем в сообществе Брони. Ладно. Брони стало не просто сообществом, не просто комьюнити. Брони — это целая субкультура, которая раз и навсегда поменяла интернет, создала каноны фан-творчества, которые потом продолжались уже в других сообществах. И, что немаловажное, также поменяла отношение к мультипликации, показав всем, что детская реклама игрушек может оказаться чем-то качественным и глубоким. My Little Pony всегда был про дружбу и сплоченность, и пока она есть в людях, сообщество будет жить и процветать. Ведь дружба — это магия. Я буду печь решение, теперь я знаю как. У кошки 9 жизней так, что 2 добыть пустяк. И у меня есть все, чтоб сделать время, но червяк. А времени на временные меры просто нет. Так я колдую по-цыгански, лапы 3 тона, пару слов. Тут же сбиваю время в креме, прыгай, портал готов. Apple Bloom, жизнь тебе не фунт изюма, даже если ты изюм. Брось инжира и открытку хлеба с маслом, бреда с красным маринада, шоколада, глазировку, раскадровку, зреют дрожжи, крекинг позже.
leaving. Goodbye.